Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал. Если вы хотите удивить своих гостей очень вкусным и праздничным блюдом, то этот рецепт для вас. Аппетитная курочка поначалу никого не удивит, но после нарезки вы увидите на лицах гостей восторг и настоящее удивление. Сегодня готовим курицу по-царски, фаршированную блинами. Для приготовления нам понадобится курица, блины с начинкой. Для блинов я использую муку, яйцо, молоко, кипяток, соль, сахар, разрыхлитель и растительное масло. Блины можно приготовить по своему собственному рецепту. Главное, нам необходимо 11-12 штучек. В качестве начинки для блинов я использую лук, грибы и куриный фарш. Для сырной начинки нам необходимо яйцо 2-3 штучки и сыр. Главным ингредиентом в этом блюде является курица. У меня тушка весом 1 кг 700 грамм. Нам следует отделить кожу так, чтобы она сохранила свою целостность. Курицу лучше брать магазинную, так как кожа у домашних курей очень плотно прилегает к тушке и будет очень сложно ее снять. Начинаем с брюшка. Аккуратно отделяем кожу, если нужно, помогайте ножом или ножницами. Курица должна быть охлажденная. Кожа у размороженной курицы будет неэластичная. Теперь переворачиваем, отрезаем хвостик. Снимаем кожу со спины. Нужно подрезать ближе к позвоночнику, дальше от кожи, чтобы не повредить ее. Освобождаем бедра от пленок. Голени мы оставляем целыми. С помощью ножа отделяем бедрышки от голеней. Остался самый сложный участок – зона крыльев. Обрезаем в районе суставов. Предплечье и само крыло оставляем. В итоге имеем вот такую заготовку. Кожу можно заморозить, когда хотите приготовить, разморозить в холодной воде. Обрезаем мясо, куриное филе, бедра и перемалываем в фарш. Из каркаса я сварю бульон. У меня получилось 760 грамм фарша. Для рецепта мне необходимо только 500 грамм. Из остального я приготовила суп с тефтелями. Рецепт оставила в описании под видео. Приготовим пока начинку. У меня грибы и шампиньоны. Моем их и нарезаем небольшим кубиком. Обжариваем сначала на сухой сковороде. Нужно, чтобы испарилась вся жидкость. Пока обжариваются грибы, почистим лук. Моем и нарезаем небольшим кубиком. Когда вся жидкость испарится, добавляем к грибам 3-4 столовые ложки растительного масла, лук и пассируем все вместе на среднем огне, периодически помешивая. Лук должен стать мягким и прозрачным. В конце приготовления солим грибы и перчим по вкусу. Выключаем. Я готовлю блины обычно на кипятке. В миску вбиваем 2 яйца, взбиваем их венчиком до однородности. Добавляем 160 мл молока, снова перемешиваем.
Добавляем к нему пол чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Небольшими порциями вводим муку. Перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. У меня тесто получилось довольно густым. Добавляем еще пол чайной ложки разрыхлителя и 1 столовую ложку растительного масла. Снова все хорошенько перемешиваем. Теперь вводим горячую воду. По рецепту пропорции молока и воды 1 к 1. Но если у вас тесто густое, можете добавить еще кипятка. У меня в этот раз ушло 220 мл воды. Вот такой структурой тесто должно получиться. Прежде чем выливать его на сковороду, хорошенько перемешайте снизу вверх. Сразу приступаем к выпеканию блинов. Их готовят на большом огне. Выливаем половником тесто на сковороду и распределяем по ней круговыми движениями. Тесто должно покрыться множеством дырочек. Если этого не произошло, то необходимо добавить еще немного кипятка в тесто. Когда край блина начнет зарумяниваться, его необходимо перевернуть на другую сторону и готовить недолго, примерно 20-30 секунд. Готовые блины выложить на тарелку. В итоге у меня получилось 12 блинчиков. Продолжаем наше приготовление. К фаршу добавляем остывшие грибы, тщательно перемешиваем до однородного состояния. Солим, перчим по вкусу. Берем по одному остывшему блинчику, кладем сверху 1,5 столовой ложки подготовленной начинки и равномерно распределяем по всей поверхности. Твердый сыр я измельчила на мелкой терке. Посыпаем сверху блин. Заворачиваем. Получаем вот такую вот заготовку. В итоге у меня получилось 11 фаршированных блинчиков. Чтобы в готовом блюде блинчики держались одним куском, я буду обмакивать их в яично-сырной смеси. В миску вбиваем 2-3 яйца, добавляем к ним измельченный сыр, тщательно перемешиваем. Чтобы в блинчики было удобнее окунать, я переливаю в более широкую тарелку. Берем по одному блину, окунаем яичную смесь со всех сторон. Берем подготовленную куриную кожу, кладем на стол филейной частью вверх. Разравниваем. Теперь наполняем блинами. Отверстия можно зашить нитками или скрепить зубочистками. Ножки и крылья связать нитками или шпагатом. Посмотрите на внешний вид курицы. Она настолько натурально выглядит, что не скажешь, что внутри очень вкусная и сытная начинка. Перекладываем на противень, засланный пергаментной бумагой. В отдельной миске смешиваем сметану, кетчуп и приправу к курице. Тщательно перемешиваем до однородности. Я не солила, так как соль есть в приправе. Смазываем курицу сверху, по бокам, под крылышками, в общем со всех сторон. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. В процессе приготовления у меня курочка быстро подрумянилась сверху, а бока остались белыми. Поэтому я ее накрыла фольгой и выпекала дальше. В общем, время выпечки у меня заняло 50 минут. Готовому блюду даем полностью остыть. Затем отправляем в холодильник. Перед подачей кладем курицу на тарелку, убираем нитки, зубочистки и нарезаем порционными кусочками. Она прекрасно режется, кусочки держат форму. Красивая, эффектная и, несомненно, праздничная закуска. Такая шикарная курочка получается вкусной, плотной, хорошо нарезается, а за счет начинки и очень аппетитная. Этому ароматному блюду будут рады все, и ваши гости, и члены семьи.
Преимущество этого рецепта в том, что курицу можно приготовить накануне и нарезать уже непосредственно перед подачей на стол. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Впереди еще много вкусных рецептов. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.